Остановитесь на минуту и прислушайтесь. Музыка, которую вы слышите в кино, сериалах, на концертах, это не просто фон, это голос времени. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете про тех, музыка которых не просто отражает время, а формирует его. Современная музыка давно вышла за пределы жанров. Фильм, опера, электронная композиция – все это теперь единое пространство звука. Музыкальная мода – вещь невидимая. Она не на подиумах, а в тембрах, саундах, интонациях. Если 20 век определяли революционеры, такие как Арнольд Шомберг, Джон Кейдж, Пьер Булес, Макс Штайнер, Эннио Морриконе, Джон Барри, Джерри Голдсмит, Лалу Шифрин и Алан Сильвестри, то 21 век – это уже другие имена. Они умеют соединять классику и поп-культуру, акустику и технологию, тишину и кино. В этом видео о композиторах, которые диктуют музыкальную моду на стыке академической, игровой и кинематографической музыки. Тех, чьи партитуры формируют звучание эпохи, а не просто украшают ее. Макс Рихтер – британский композитор, который открыл второе дыхание неоклассики. Его саундтреки и концертные альбомы задали новый стандарт звучания умной, но массово понятной музыки. После него стали писать как Рихтер. Он – эталон новой сентиментальности, его музыка – мост между Бахом и эмбиентом, между философией и Netflix. Саундтрек, который используется в фильмах «Остров проклятых», «Прибытие» и в сериале «Одни из нас», является культовым. Символ современной неоклассики. Йохан Йоханссон – главный поэт киномузыки десятых годов, из Исландии. Его работы «Прибытие», «Вселенная Стивена Хокинга». Йоханссон создал тренд на приглушенное величие, когда оркестр звучит не героически, а почти интимно. Тема из «Прибытия» – минималистичная партитура, превращающая звук в язык инопланетян. Прям буквально. Послушайте. Подписка – это билет на все будущие экскурсы в мир музыки. Ólafur Arnalds – создатель жанра Ambient Classical, также из Исландии. Он научил публику слушать паузу, как часть мелодии. Арнольдс популяризировал сочетание фортепиано, живых струн и электронных битов. Его стиль стал новым эталоном саундтрека для сериалов, документалистики и рекламы. Музыка тумана, памяти и внутреннего покоя. Это не просто иллюстрация, это звуковая психология. Музыка для внутреннего мира. Людовико Эйнауди остается востребованным итальянским мастером тихого минимализма, хоть он уже давно поднадоел. Но его фортепианные произведения звучат от консерваторий до ТикТока. Его музыка везде, от фильмов до плейлистов для сна. Он вернул романтическую лирику в эпоху алгоритмов, повлиял на целое поколение любителей фортепиано. Его минимализм стал универсальным языком 21 века, присутствующим и в кино, и в обучении. Хильdur Гуднадоутир
исландский композитор, первый в истории Оскар за партитуру, написанную женщиной-композитором. Джокер, Чернобыль, ее музыка делает тишину главным инструментом. Она задала тренд на женскую экспериментальную композиторскую школу, эмоциональную лаконичность и внутреннее напряжение. После ее саундтреков к Джокеру и Чернобылю продюсеры стали активно искать именно такой звук – тревожный, аскетичный, телесный. Ханс Циммер продолжает поддерживать моду на громкую философию. Знаменитый немецкий композитор превратил оркестр в инструмент киноиндустрии. Его стиль теперь цитируют даже академические композиторы. Тяжелые медные, басы, механический пульс – это уже музыкальный код 21 века. Циммер повлиял на саму структуру саундтрека, где музыка не иллюстрация, а главный двигатель эмоций. Он законодатель понятия «звук-блокбастер». Его «Time» – эталон современного кинематографического саунда. От этого трека берет начало целая волна эпического минимализма. Руити Сакамото, японский композитор. После его работ стало модным не столько писать мелодии, сколько строить эмоциональное звуковое пространство. Он маэстро цифровой поэзии, центр синтеза Востока и Запада, электроники и академизма. Известен по музыке к фильмам Бернардо Бертолуччи «Последний император», «Под покровом небес» и «Маленький Будда». Он лауреат премии «Оскар», «Грэмми», двукратный лауреат премии «Золотой глобус». К сожалению, он скончался буквально недавно, в 2023 году. Ваш комментарий может открыть новую тему для будущего видео. Бенджамин Уолфиш, современный наследник Циммера из Англии, сочетает оркестр и синтетику так, что это уже стиль нового Голливуда. Он является одним из композиторов фильма «Бегущий по лезвию», а саундтрек к «Оно» – это виртуозное сочетание оркестрового ужаса и эмоциональной мелодичности. Джон Пауэлл – мастер британской мелодической киномузыки. «Как приручить дракона», «Борн», «Хан Соло», «Звездные войны». Он держит моду на оркестровую эпичность в эпоху цифрового звука. Он сохранил традицию симфонической драматургии, сделав ее доступной детям 21 века, что так ценно в электронную и ИИ-эпоху. «Как приручить дракона» – один из самых блистательных саундтреков. Эпическая оркестровка, кельтские мотивы и мелодичность. Пауэлл поистине своими руками создает новую музыкальную классику анимационного кино. Лорн Бальф – шотландский трендмейкер киноиндустрии. От «Миссии невыполнима» до сериала «Корона». Он определяет звучание крупнобюджетного кинематографа 20-х годов. Интеллектуальный экшен, структурированный хаос, драматический пульс. Ну а саундтрек к «Миссии» буквально определил звучание новых боевиков. Интенсивная оркестровка с электронным драйвом, авторская жесткость и ритмичная агрессия. Также он писал музыку к таким фильмам, как «Война будущего», «Терминатор Генезис», «Начало», «Код да Винчи», «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца» и к таким мультипликационным фильмам, как «Симпсоны в кино», «Мадагаскар 2», «Мегамозг», «Лига монстров» и ко многим другим.
Джон Уильямс – американский композитор, архетип голливудской симфонической школы. До сих пор его стиль задает рамки эпического оркестрового языка. Он человек, который написал музыку коллективному бессознательному. «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Парк юрского периода». Своими работами он доказывает, что мелодия все еще может быть главным героем музыки. Дэнни Эльфман, также американский композитор, один из последних романтиков голливудской музыки, соединивший мрачную готику, юмор и оркестровую эксцентрику. Визуальная стилистика Тима Бёртона невозможна без эльфманского звучания. Дэнни Эльфман – тот, кто превратил готику в мейнстрим. Его партитуры задали тренд на театральную экспрессию в кино. Ну а «Ночь перед Рождеством» – это уже готическая поэзия в музыке. Фирменный эльфмановский симбиоз театральности, юмора и мрака. Джо Хисаиси – не только символ японской анимации, но и композитор, повлиявший на то, как мы слышим восточную мелодию в западной оркестровке. Гений японской мелодии. Музыка к фильмам Хаяо Миядзаки – это соединение детства и философии. Он ввел в мировую моду эстетику простоты и доброты. И это так прекрасно. Унесенные призраками – тонкая лирика и восточная поэтичность, сделавшие его музыку узнаваемой в любой точке мира. Трент Резнор и Атикус Росс – американские и британские композиторы. После их социальной сети и девушки с татуировкой дракона в Голливуде поменялся стандарт музыкального продакшена. По сути, они являются создателями саунда электронного реализма. Кодзи Кондо – отец игровых мелодий из Японии. Его темы для Зельды и Супер Марио стали культовым кодом целого поколения. Он создал язык мелодического минимализма, мгновенно узнаваемый даже вне контекста игры. Он продолжает работать, так как к фильму «Братья Супер Марио» в кино он работал в соавторстве. Мода в музыке – это не только тренды, но и мышление. Сегодня композиторы создают целые звуковые миры, вселенные. Они перестали быть за кадром, они стали архитекторами эмоций. Их музыка звучит в кино, в наушниках, в концертных залах и в наших мыслях. И если раньше композиторы отражали эпоху, сегодня они ее формируют. Их стиль становится кодом времени, их звучание – языком культуры. И когда мы слушаем Уильямса или Циммера, Дэнни Эльфмана, Кодзи Кондо или Макса Рихтера, мы слышим не просто музыку, мы слышим, как звучит наше время. В
Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч!